Привет, армия. Недавно кому-то посчастливилось увидеть и почти столкнуться с Чингуком вчера во время пробежки. Этот человек, удивленный встречей, решил сфотографировать его. Изображение, которое, вероятно, видели многие, так как оно быстро разошлось по социальным сетям, однако важно помнить, что фотография была сделана без разрешения Чингука. И вот что делает ее особенной. Тэхён ранее не раз просил, чтобы армии, столкнувшиеся с ними во время тренировки, воздержались от съемки и фотосъемки. Человек, сделавший фотографию, зная об этой просьбе и возможных последствиях, заявил, что не будет ею делиться, однако они решили поделиться своим опытом знакомства с Чингуком. Вместо того, чтобы показать его лицо или тело, они просто опубликовали что-то такое простое, как обувь Чингука. И вот тут все становится еще интереснее, потому что, как ни странно, эта же обувь совпадала с той, которую Тэхён демонстрировал в своей истории несколькими днями ранее. На этом ситуация не закончилась. Несколько дней назад мы снова видели Тэгука в той же обуви в спортивном видеоблоге Масунха. Повторение этих, казалось бы, незначительных деталей начинает формировать закономерность, которую многие не могут игнорировать. Тэгуки не только тренируются вместе, но и, похоже, разделяют вкусы, выходящие далеко за рамки поверхностного. Они вместе ходят по магазинам, подбирают наряды, обмениваются или выбирают парную обувь. Стулья для дома и другие повседневные вещи. Все это говорит о близкой и ощутимой связи, которая проявляется в маленьких действиях, в конечном счете раскрывающих общую жизнь. Поклонники Тэхёна и Чингука, столь последовательные в своих рассказах, без колебаний отправляют Чингука по всему миру в поисках знаков и связей, которых часто не существует. Однако, когда дело касается Тэхёна и Чингука, даже при таком количестве явных и ощутимых доказательств того, что они единая и любящая пара, слухи кажутся несуществующими, и ни одно СМИ не осмеливается раскрыть очевидное. Ответ, каким бы простым он ни казался, самый убедительный, потому что Тэгуку не нужны выдуманные слухи или пустые заголовки, их отношения говорят сами за себя, подкрепленные фактами и подтверждаемые мелкими деталями, которые могут заметить только те, кто умеет наблюдать. Дело не только в парной обуви или аксессуарах, хотя эти детали милы и многозначительны, по-настоящему сильны их взгляды друг на друга, их спонтанные жесты, их безудержный язык тела, который говорит громче любых слов, их глаза, наполненные любовью и нежностью, говорят громче любых слухов. В конечном счете, именно это делает Тэхёна и Чингука такими реальными. Потому что, когда глаза говорят громко, никаких других доказательств не требуется. Существует важная вещь, которую нужно прояснить, потому что то, что было сказано за последние несколько дней, не соответствует действительности. Многие видели фотографии Мингю с Чингуком и начали делать поспешные выводы, но на самом деле эти фотографии соответствуют закрытой вечеринке CXM, состоявшейся 21 сентября. Деталь, которую часто упускают из виду, заключается в том, что прямая трансляция Чингука состоялась только на следующий день, 22 сентября, когда Тэхён присутствовал на премьере I Can't Help It вместе с Намджуном. Если внимательно посмотреть на хронологию, все сходится, и становится ясно, что в событиях нет никаких противоречий. Это просто неверное толкование, которое, как это часто бывает, пытается дискредитировать Чингука. CXM – это Subunit 17, состоящий из QPS и Мингю, которые объявили о выпуске своего первого мини-альбома 29 сентября. Чтобы отпраздновать это, они устроили камерную и эксклюзивную вечеринку, на которой присутствовало всего 100 человек. Среди этих гостей был Чингук, что мы можем подтвердить благодаря посту Мингю. Там его видели спокойно наслаждающимся моментом с одним из своих лучших друзей. Честно говоря, я не понимаю, почему это такая проблема для некоторых людей. Разве Чингук не имеет права проводить время с друзьями из Line 97, не становясь объектом домыслов? Многие ошибаются. Вместо того, чтобы оценить естественность встречи, они предпочитают раздувать пустые слухи. Вид улыбающегося, расслабленного и наслаждающегося обществом самых близких Чингука должен радовать нас, а не наоборот. И вот тут-то и возникает настоящий вопрос. Разве он не заслуживает иметь друзей и наслаждаться жизнью, не подвергаясь осуждению за каждый поступок? Чингук выглядит невероятно красивым, здоровым и счастливым, и для тех из нас, кто им искренне восхищается, это единственное, что имеет значение. Чувствовать себя окруженным любовью и иметь возможность весело провести время в безопасной обстановке достаточно для счастья, однако всегда найдутся те, кто попытается исказить ситуацию и создать ненужную драму.
То же самое касается и Тэхёна, который, как и Чингук, проводит время с друзьями и оказывает им поддержку. Оба они – ценные люди и глубоко любимы своим ближайшим окружением. Всякий раз, когда мы слышим, что они проводят время с друзьями, мы должны радоваться этому, а не подвергать сомнению. Мало кто понимает, что эти простые моменты отражают подлинность их личной жизни и насколько ценно, что даже при их плотном графике они могут поддерживать настоящую и крепкую связь. Вопрос, который мы должны задать себе, заключается не в том, почему они существуют, а в том, почему некоторые люди испытывают потребность превратить что-то столь обыденное в повод для агрессии. В конечном счете, единственное, что имеет значение, это их счастье. Чингук и Тэхён бесчисленное количество раз показывали нам, насколько важна их дружба и насколько важно для их благополучия иметь рядом людей, которые понимают и поддерживают их. Поэтому в следующий раз, когда мы услышим о том, как они проводят время с друзьями, лучшее, что мы можем сделать, это ценить это, быть благодарными и радоваться тому, что они окружены любовью, а не подпитывать беспочвенные слухи. Потому что, в конечном счете, их улыбки и душевное спокойствие – настоящий дар тем из нас, кто следует за ними с привязанностью. Подобные взаимодействия также показывают нам, что их связь значительно окрепла, что она превратилась из мимолетной в постоянную, неотделимую связь. Раньше моменты, которые они разделяли, казались более мимолетными, даже редко наблюдаемыми, почти как вспышки, которые слишком быстро угасают, но теперь они ощущаются постоянно, как нить, которая становится крепче с каждой встречей. Чингук и Тэхён не пытаются это скрывать. Вместо этого они, кажется, наслаждаются ее естественностью, не боясь камеры, не скрываясь и не притворяясь. И эта прозрачность, отнюдь не умаляя их таинственности, лишь делает их еще более притягательными для наблюдателей. Потому что для тех, кто следит за их историей, эти моменты уже не просто отдельные сцены, это фрагменты большей истины, конкретное свидетельство отношений, которые перестали быть слухами и стали чем-то все более сильным и реальным. Разве эта естественность не является самым явным доказательством того, что им нечего скрывать? Поклонники Джи-Кук, столь последовательные в своем повествовании, не стесняются форсировать события, отправляя Чингука по всей индустрии в поисках знаков и связей там, где они зачастую не находят. Упорство группы настолько сильно, что разжигает бесконечные споры и дискуссии. Однако, когда дело доходит до Тикук, ситуация совершенно иная. Здесь доказательства налицо, ощутимые, видимые, повторяющиеся в каждом публичном появлении, но слухи, похоже, не существуют. Как будто ни одно СМИ не осмеливается указать на очевидное, как будто все решили молчать перед лицом того, что находится прямо перед их глазами. И это отсутствие внешнего шума, вместо того, чтобы ослабить их власть, на самом деле придает большую легитимность тому, что видно. В то время как некоторые ищут знаки там, где их нет, в случае с Тэхёном и Чингуком знаки настолько очевидны, что их невозможно игнорировать. Тэхён и Чингук понимают друг друга не только через слова, они не ограничиваются поверхностным взаимодействием. Их связь проявляется в самых незначительных жестах, на безмолвном языке, который, кажется, понимают только они. Когда они вместе, они без колебаний держатся за руки, массируют плечи друг друга, как будто это самое естественное, и смотрят друг на друга спокойно, с уверенностью того, кто знает, что другой рядом, чтобы обнять их. Это необычные жесты между коллегами, это нечто, выходящее за рамки повседневности, нечто, выходящее за рамки привычного в групповой динамике. Важно то, что эти моменты заботы и нежности не делятся друг с другом, а только с ними двоими. И самое показательное, что они не ограничиваются проявлением их на сцене или перед фанатами, они происходят и в личной обстановке, в местах, где им, возможно, хотелось бы быть более сдержанными. То, как они сопровождают друг друга в такие моменты, говорит о многом больше, чем тысячи интервью или публичных заявлений. Чингук осторожно поправляет что-то на рубашке Тэхёна. Тэхён кладет руку на плечо Чингука, словно этого жеста достаточно, чтобы успокоить его. Эти детали, кажущиеся на первый взгляд незначительными, на самом деле имеют глубокий смысл, поскольку воплощают суть отношений, построенных на доверии и взаимной поддержке.